Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Куликов, и сегодня я хочу поговорить с вами о бельевых веревках. Да-да, о простых бельевых веревках. Каждый из вас стирает, у каждого есть какая-то своя зона, где вы сушите белье. Есть специальные сушилки, но в большинстве случаев все мы берем простую веревку, там забиваем гвоздь или шуруп или планку, неважно, и натягиваем бельевую веревку, на которой сушим наше белье. Чтобы вот такого вот не было, я сегодня покажу вам 3 узла, которые помогут завязать веревку и натянуть ее. Также бонусом будет один узел, как связать очень просто две веревки любой толщины. Ну, имеется в виду бельевые веревки, которые легко развязываются, все узлы. И они, надеюсь, помогут вам в таком нелегком деле, как сушка белья. Итак, давайте начинать. Итак, как привязать первый конец веревки к дереву, там, я не знаю, сучку, колышку, там, гвоздю первоначально. Веревка может быть любой, толстой, тонкой, неважно. Для начала можно, конечно, использовать разные узлы, но самый простой, на мой взгляд, это вот такой вот узел. Сделали как бы простой узел, что называется, и обязательно вот так вот, чтобы конец шел так же, как и все. Узел великолепно развязывается, не затягивается и никуда не девается. То есть узел будет очень прочно держать. Итак, еще раз. Перекинули. Дальше. Перекинули и туда. Все. Не смотрите, что он такой. Он нормально себе затягивается. Все. Один конец мы привязали. Далее тянем веревку до следующей нашей опоры. Итак, друзья мои, вы натянули вашу веревку, но вам не хватило до следующей опоры. Но есть еще одна веревка, и вам нужно их как-то связать. Не надо помнить никакие встречные узлы, ничего. Для бельевой веревки достаточно вот такого узла. Перевернули и точно так же продели. Все. Узел надежно крепит две веревки вместе и очень легко развязывается. Все. Еще раз. Накинули. Перевернули. Соединили вместе. И как бы две таких полуудавочки. Хоп. Все. Не надо ничего помнить, знать. Вот такой вот простой узел. Ну а теперь, друзья мои, как все-таки зафиксировать и натянуть веревку на второй вашей опоре. Перекидываете. Дальше. Опять. Точно так же, как в начале. Только не один раз перекидываете, а 2 раза перекидываете. Потом снизу. Точно так же, как в первом случае. Но здесь уже 1 раз это делаете. То есть вот получается вот такой вот узел. Только смотрите, чтобы он ровненько был. Вот. И все. Итак, еще раз, как говорится, только медленно. Перекинули.
как в первом. Раз. Два. Далее. Все точно так же, как в первом узле. Два. Все. Натягиваете его. Все. Потом натягиваете вашу веревку бельевую, и узел фиксируется. Все. Есть еще один тоже простой способ зафиксировать и натянуть веревку. Это делаете, то есть находите примерно, как будет ваш шнур натянут. И где-то чуть отступив, делаете узел восьмерка. Почему восьмерка? Потому что он выглядит как восьмерочка. Затем берете конец, перекидываете через вашу опору и продеваете ее точно так же по ходу. И все, даже здесь думать не надо. Натягивается все очень просто. Тянете за конец, и все натянуто. Вот и все. Ваша веревка натянута. Еще раз. Находите примерно, сколько вам нужно до вашей опоры. Далее делаете узел восьмерка. Вот таким вот образом. И все. Далее прокидываете конец через вашу опору или гвоздь, неважно, и вставляете его обратно. Все, даже узел можно и не затягивать, он сам затянется. И просто вот таким вот простым движением все, веревка натянута. Такой вот нехитрый способ крепления бельевой веревки. Если было интересно и познавательно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Расскажу еще что-нибудь интересное в дальнейших видео. Ну а пока. Спасибо, что смотрите.